На одном интервью на работу меня попросили рассказать о лучшем поступке в жизни, которым я горжусь. Это могла быть характеристика меня как личности или как идеального сотрудника компании. Я сказала: Я начала путешествовать. Последние несколько лет моя жизнь постоянно менялась. Места, культуры, города, страны, не похожие друг на друга. А зачем мне это? Нет, надо по-другому. В чем смысл этого всего? Слишком философски. Зачем я путешествую? В этом видео я хочу не только для себя ответить на этот вопрос, но и показать, зачем вам, тебе, ему и нам нужно путешествовать. У людей может быть множество поводов отправиться в путешествие, но все ищут каких-либо перемен. Мы хотим увидеть мир, узнать что-то новое. Это такое чистое детское любопытство и взгляд на мир широко распахнутыми глазами. Путешествие вносит в нашу жизнь смену обстановки и делает ее более разнообразной. Человек всегда ищет что-то новенькое, что-то ранее невиданное, хочет открыть следующую страницу в книге мира, даже если это временно, ведь еще столько всего интересного в этом мире. Развитие. Мы идем навстречу новым ощущениям и впечатлениям, а в итоге находим новые места, людей и культуры. Мы практикуем наш английский и умение объясняться на пальцах, когда общаемся с местными жителями. Учимся быть открытыми этому миру, упрощать свою жизнь, приобретаем новые навыки. Я стараюсь в каждом путешествии попробовать какое-то новое занятие, которое мне недоступно в других местах на планете. И это безумно круто, потому что эти знания остаются как новые суперсилы. Познание себя. Путешествия всегда дают нам новый опыт, который нас меняет. Не обязательно снаружи, но обязательно внутри. Когда вы отходите от своей будничной жизни и ежедневной рутины, новые мысли приходят вам в голову, и вы начинаете смотреть на вещи по-другому. И вполне вероятно, что решение проблемы, которую вы уже вторую неделю держите у себя в голове, придет во время одного прекрасного заката. Во время выездов ты никогда ни от кого не зависишь, полностью отдаешься самому себе и рассчитываешь только на себя. Поэтому это, прежде всего, самопознание и раскрытие своих способностей и возможностей. Выход из зоны комфорта. Мне кажется, что зона комфорта — это прекрасно. Например, моя зона комфорта — это и есть путешествие. Я чувствую себя жутко некомфортно, если нахожусь дома 2 месяца подряд. Не только выходите из зоны комфорта, но и расширяйте ее. И, возможно, вскоре вашей зоной комфорта станет целый мир. Говорите с местными жителями, даже если вы знаете всего 4 слова на их языке. Исследуйте город без карты, пробуйте местную кухню. Постарайтесь попробовать как можно больше нового. Ведь вы в путешествии, а это время, когда необходимо выходить за рамки привычного. Лекарство от комплексов. Путешествие – очень действенное средство, особенно когда попадаешь в другую культуру, которую ты совершенно не знаешь, и понимаешь, что тут совсем другие ценности и приоритеты. Как будто те правила, по которым ты живешь дома, тут уже не действуют, а новые ты еще не узнала. Это дает чувство внутренней свободы от принятых дома норм, стереотипов, предрассудков. В такие моменты все второстепенное уходит на задний план, и остается только важное. Так зачем же нам путешествие? Для того, чтобы, несмотря ни на что, почувствовать себя свободным и сильным. Для того, чтобы открывать невиданные горизонты, узнавать новое и интересное, вдохновляться и творить. Для того, чтобы ощутить жизнь по всей ее полноте, раздвинуть привычные рамки и найти в себе новые грани. Для того, чтобы увидеть самый прекрасный закат у моря и понять, что это важнее многих мелочных проблем, которые раньше приносили беспокойство. Для того, чтобы, стоя на вершине горы, решить, что с этого момента самым тяжелым в вашей жизни будет рюкзак на спине, а с остальным вы обязательно справитесь.